Каждую неделю тысячи ведущих придумывают миры, пишут сцены, готовят столкновения и загадки и остаются за кулисами. Но ради чего? Конечно же, ради кайфа, ради команды и игры. Однако, бывает так, что все очень резко меняется и исчезает вдохновение, подготовка становится рутиной, а игры – чем-то, чего ждут с большой тревогой. Я больше не радуюсь, я просто готовлю игру. Это видео не инструкция. Нет, это взгляд внутрь выгорания, внутрь страха и надежды. Я уже не помню, когда я получал удовольствие от игры. Я собрал некоторые не самые приятные сценарии и попытался понять, что с этим можно сделать. Это видео как и для мастеров, которые столкнулись с выгоранием или хотят побольше узнать про него, так и для игроков, которым не все равно. Я не игрок, я инструмент. Сценарист, модератор, справочник правил, счетчик, записная книжка, карта, компас, да и все остальное. В какой-то момент ты перестаешь быть просто игроком. Ты уже не в компании, а обслуживаешь ее. Ты считаешь время, считаешь сцены и готовишься к тому, что снова придется тянуть все на себе. А ведь сначала ты просто хотел, чтобы все было хорошо, но теперь это стало обязанностью. Я чувствую себя как сломанный аппарат. Они бросают в меня запросы и ждут идеального результата. И вот ты боишься ошибиться, боишься не дотянуть, боишься, что разочаруешь. А иногда кажется, что никто не видит, сколько ты вложил, сколько часов подготовки, сколько сил, как долго ты выбирал музыку, продумывал мотивации, искал идеальные арты и чертил карты. И в какой-то момент ты ловишь себя на странные мысли. И я начал ревновать. Они веселятся, шутят, радуются, а я под напряжением. Как будто я на работе, а они в отпуске. Что с этим делать? Я все еще хочу водить, но не ценой самого себя. Помни, ты тоже игрок. Ты судья, режиссер, но ведь и ты участник этого процесса. Позволь себе ошибаться, ведь это игра, и тебя никто не казнит. Спрашивай себя, а я получаю кайф? Позволь себе ошибиться. Сделай намеренно плохо проработанные сцены. Импровизируй, устрой хаос. Раздели нагрузку. Пусть кто-то из игроков отслеживает лор и ведет хронику событий. Пусть работают с картой, берут на себя контроль за отслеживанием квестов и событий. Если есть адвокат правил или манчкиновод, пусть помогают с правилами и статами. Найди место для себя в этой сессии. Сделай сцену, где ты кайфуешь, да и оттянись по полной. Можешь предупредить игроков, что это мне за проделанную работу. Поговори с группой не как мастер, а как человек, и скажи, что тебе непросто. Поделись, они обязательно поддержат. Не стесняйся делиться эмоциями после сессии. Например, было тяжело, или сегодня, ребят, я реально выложился. Когда ты мастер, то кажется, что твоя задача только сделать классно, интересно и гладко, но это не совсем так. Есть и обратная сторона. Ты не просто модератор игры, ты ведь тоже человек. Человек со своими ценностями, желаниями, и у тебя тоже есть право на их реализацию в игре. Иногда ты надеешься, что они услышат тебя между строк и поймут, что за этим квестом не просто монстры и загадки, а что-то важное для тебя. Я поднимал в сюжете важную для себя тему. Это была моя история, но игроки пролетели мимо. Они даже не заметили. В такие моменты появляется чувство одиночества, словно ты кричал, но никто не услышал. И тогда становится страшно что-то вкладывать, потому что вдруг опять не получится, вдруг опять не услышат. Мастер – это не только тот, кто создает, он тот, кто хочет быть услышанным. А игра – это диалог, но диалог возможен только когда обе стороны слушают. И я чувствую себя лишним в своей же игре. И что делать? Перестань молчать. Скажи прямо, что для тебя важно. Говори словами и используй свой рот. Игроки ведь не телепаты. Они могут откликнуться, если им объяснить.
Я рассказал, почему использовал именно этот сюжет. И оказалось, что игроки не против поговорить глубже. Иногда бывает, что тема не подходит игрокам. Поэтому менять тему или собирать другую группу – это вполне нормально. Сейчас я играю с людьми, которые знают, зачем я здесь, и мне спокойно. Быть понятым важно не ради эго, а ради контакта. Бывает, что ты устаешь не потому, что слишком много водишь. Ты просто давно не был по ту сторону ширмы. Я словно забыл, каково это быть в сюжете, не создавая его. Мастер – это не роль по умолчанию, не черная метка. Это просто такая форма игры. У тебя тоже есть право удивляться и факапить, радоваться, да и просто не знать, что будет дальше. Я сел в компанию как игрок, и это был шок. Я понял, как много я успел забыть. Давно не играв, ты теряешь связь со своими интересами, с процессом игры и с собой, как с мастером. И чем дольше это длится, тем меньше сил давать что-то другим. Сделай настоящую паузу не на подготовку, не на планирование. Просто сделать вдох. Я поставил компанию на паузу и честно сказал: «Ребят, я выгораю, мне нужно время». Найди игру, где ты можешь быть игроком. Не ради сравнения, а ради перезагрузки. Пусть тебя поведут, пусть позаботятся о тебе. Ты это заслужил. Когда меня мастер вел по сюжету, я снова влюбился в игру. Иногда, чтобы снова быть хорошим мастером, надо на время перестать им быть вообще. И вспомнить, зачем ты сюда пришел, зачем ты выбрал эту игру. Я выбрал систему, где никогда не водил. И просто играл на чувствах. Это было словно впервые. А знакома такая ситуация, когда чем лучше провел прошлую сессию, тем страшнее делать следующую. После финала кампании я не водил где-то полгода. Я просто не мог придумать, как переплюнуть тот, прошлый финал. И вот однажды ты задал планку качества так высоко, что теперь все ждут, чтобы было не хуже или даже лучше. В итоге ты десятки раз переделываешь, перестраиваешь, но все не то. Внутренний критик опять недоволен, и ты ищешь способы отложить или перенести игру. Я писал один ваншот целых 2 месяца. Каждый раз выкидывал, потому что он не был впечатляющим. Выгорание бывает не только от усталости, оно бывает и от страха. Страха не быть таким крутым, как тебя запомнили, или каким ты себя представляешь. Страха, что тебя разлюбят, или ты станешь просто обычным. Этот страх, он не про других. Нет, он про тебя. Это про то, как ты сравниваешь себя с собой же. Игроки мне говорили: «Ты самый лучший мастер». А я думал: мне теперь нельзя облажаться. Возможно, ты забыл, что главное в игре это не уровень продакшна, а контакт между игроками. Попробуй напомнить себе, что это не экзамен, а игра. А ведь игра – это процесс, который должен приносить удовольствие. И далеко не каждая сессия может стать шедевром. Делай просто и честно, делай достаточно. Как сказал классик, нормально делай, нормально будет. Я убрал музыку, карты, интро и сфокусировался на простом диалоге. Знаете, это было просто прекрасно. Чтобы не выгореть от ожиданий, верни себе право быть собой. Не легендой, не машиной эпика, а просто живым и простым мастером. Я вернул себе легкость через плохие шутки и неидеальные сцены. Это то, какой я есть. Мы часто говорим о выгорании только как о чем-то внешнем. Устал, не хватает времени или потерял интерес. Но выгорание для мастера – это очень сложная штука. Она в том числе про одиночество. Про ощущение того, что ты один тянешь игру, что никто не замечает, не понимает и не поддерживает тебя. Ты становишься просто функцией и перестаешь быть игроком. Вкладываешь в игру себя, а в ответ тишина. Ты постоянно боишься ошибаться, боишься, что не дотянешь. И где-то там ты теряешь радость, ради которой ты пришел в игру. Мне казалось, если я скажу, что устал, они подумают, что я просто плохой мастер. Поверь, то, что ты выгорел, не означает, что ты плохой мастер или плохой человек. Это значит, что ты просто человек со своими страхами и уязвимостями, со своими желаниями и мечтами. Такое случается чуть ли не с каждым, когда забывается простая штука. Игра – это не только то, что ты делаешь для других, но и то, что ты проживаешь сам, то, что она дает тебе. Просто береги себя и не бойся говорить о своих чувствах. Попробуй быть проще, позволь себе отдыхать, ошибаться и быть услышанным. Ведь быть мастером – это не служение.
Это форма совместного творчества в игре. Ты не обязан быть один, ты не обязан быть идеальным. Ты нужен близким, игрокам и себе, заряженным и полным жизни. Я сказал игрокам, что я устал. И знаешь что? Они предложили провести для меня игру. Это было прикольно.